Всем тихой ночи. Давно уже на этом канале выходило видео про Пятую Церковь, а ведь с тех времен эта организация из мелкого культа превратилась в важную часть лора SCP. Старое видео останется, но будет доступно только по ссылке. Ссылка, само собой, в описании. Как из мелкого нью-эйджевого культа саморазвития и достижения успеха, эта группа стала одной из основных сил в мире SCP. И работают ли их методы успешной жизни, мы узнаем в этом видео. Книги по саморазвитию. Все они предлагают разные странные способы стать лучше и успешнее. Но насколько они вообще работают? По крайней мере, одна из них под названием «Звездные сигналы» работает на 5. Она предлагает всего 5 ступеней, пройдя которые человек достигает высот успеха, уровня самых ярких звезд. После изучения этой книги человек начинает заметным образом влиять на реальность вокруг себя. Деньги, невероятная удача, богатырское здоровье, признание и слава. Все это приходит, если обратиться к звездному сигналу 5 звезд. Книга быстро набирает популярность, ее продвигают известные люди, и все как один говорят о чудодейственном эффекте. Фонд SCP обратил внимание на эту книгу, когда оказалось, что обещанные в тексте вещи действительно начинают происходить с читателем. После указанных в ней практик, человек приобретал слабые способности к изменению реальности и действительно реализовывал все свои желания. Оказалось, что книга написана и издана культистами некой Пятой Церкви, на первый взгляд маленькой секты успешного успеха, вышедшей из движения хиппи. Но все ли с ними так просто? Определенно нет, ведь содержание успешной книжки, теперь уже SCP-1425, далось фонду огромными усилиями. Борьба с последствиями этой аномалии стала для фонда делом непростым. Агенты SCP всерьез взялись за эту Пятую Церковь. В одном из мест, где собирались культисты, фонд нашел предмет, который будет помещен в камеру SCP-1523. Это на вид обычная ароматическая спираль, которая, однако, если зажечь, становится слышно голос человека. Голос говорит, что он человек, подвергшийся преобразованию в некой звездной церкви. При этом его преобразование будет завершено полностью, когда спираль сгорит. Тогда он станет дымом. Дымом, наполняющим одну из камер содержания зоны 40 фонда SCP. Сектанты могут буквально превращать людей в дым. В какой-то момент SCP вышел на склад этой организации, где нашел крупное устройство, на вид созданное в начале 20 века, и сразу поместил его в камеру SCP-1724. Если посадить человека в это устройство, начнется его аномальная активность. Устройство начнет неизвестным образом выделять зеленый дым. Вентили на нем придут в движение, а на его поверхностях будут появляться картинки, имеющие отношение к личности человека. В конце на устройстве загорится число от 0 до 999, после чего машина воспроизводит короткий монолог, относящийся к человеку в устройстве. Замечено, что чем ниже оценка, тем больше в нем критики. Во время одного из экспериментов машина посоветовала подопытному увидеться с неким главным. Его поиском сотрудники организации занялись. Поиски главного привели агентов к зданию старой заброшенной церкви, накрытой фумигационной палаткой. Поначалу показалось, что никакой аномальной активности в этом месте нет, однако потом из пустого здания начал доноситься звук разговоров, так что объект был обозначен как SCP-1982. Время от времени к палатке подходит какой-нибудь человек, чаще всего это успешный человек из ближайших штатов. Тогда из палатки выглядывает мужская голова с трубкой во рту, представляется как праздник большой сыр Гораций и приглашает войти. Если приглашенный гость входит внутрь, он бесследно исчезает. Впоследствии фонд найдет много таких странных мест, на первый взгляд пустующих, но на деле служащих местом проведения странных и совершенно абсурдных ритуалов. Абсурд — это вообще основа ритуалов пятеринцев, ведь их учение заимствует немало у дискордианцев, реальной полупародийной религии, кстати. Несмотря на то, что собрание Пятой Церкви выглядит в среднем как наркопритон, сама Пятая Церковь заинтересована в привлечении в свои ряды бизнесменов, артистов и известных спортсменов, в особенности артистов, ведь через них секта может продвигать свои идеи, хотя для этой цели они охотно вербуют и политиков, и заметных религиозных деятелей. Какова же их конечная цель? Только чтобы собрать побольше денег? На самом деле таинственные лидеры Пятой Церкви имеют другие цели. Они считают, что если их культ наберет достаточно силы, случится событие, называемое пришествием Пятого мира, после которого наш мир изменится полностью, будет жить по совершенно иным законам, и только адепты Пяти смогут занять в нем достойное положение. Но как именно они хотят это провернуть? В какой-то момент агенты фонда столкнулись со странным явлением, а именно существованием людей, считающих, что есть некое ацтецкое правительство в изгнании, которое борется за власть с благословений некого храма Пятого Солнца. Люди, зараженные этим миметическим комплексом, также нередко были убеждены в необходимости борьбы с фондом SCP, даже если не понимали, что это. Случаи заражения обозначены как SCP-2155, и определенно это работа Пятой Церкви. Кроме того, Пятая Церковь начала заражать своими мимоагентами целые сферы жизни, например, на политическом
политической арене внезапно появилась пятая международная партия авангарда рабочих, которая под видом социалистических идей продвигала учение Пятой Церкви. Явление известно как SCP-2573. Однако большое влияние на общество было лишь малой из тех проблем, которые принесла с собой Пятая Церковь. Вскоре вскрылось кое-что куда большее. Однажды ученые фонда обнаружили, что среди старинных культов немало таких, которые поклонялись различным божествам, связанным с цифрой 5. Общего среди них было то, что в своих таинствах они использовали один конкретный гриб. Гриб этот теперь называется не иначе, как SCP-2517. Человек, употребивший этот гриб, начинает всюду видеть узоры с пятилучевой симметрией или просто пятиконечную звезду. Через какое-то время у человека развивается идея о том, что из мира были стерты его родственники, друзья или знакомые. Человеку начинает казаться, что он вспоминает этих, вроде бы никогда не существовавших людей. Затем он приходит к идее, что в мире есть некая сущность, навсегда стирающая неугодных людей из мира. Фонд со временем начинает понимать, что такая сущность на самом деле есть. Она же служит источником сил Пятой Церкви, обеспечивая им возможность скрываться самим и удалять из сознания всего человечества неугодных людей. Она же, существуя в ноосфере, пожирает содержащуюся там информацию, постепенно ее разрушая. В одном из рассказов она даже называется миметической акулой, жрущей все на своем пути. Фонд начинает выделять эту сущность в виде отдельного объекта SCP-2456 и строит безрадостные прогнозы, что если объект поразит более 7% населения, это приведет к концу света, а потому фонд для борьбы с этой штукой начинает сотрудничать и с другими организациями, например, с Дланью Змея. И да, именно отсюда начинается вся история про антимиметику. Фонд создаст препараты, позволяющие вспоминать то, что предано забытию, то есть мнестике. А еще будет создана SCP-3125, комната, представляющая собой единственное место, защищенное от влияния зловещего петеринского божества. Благодаря ему глава преданного забвению отдела антимиметики фонда Мэриан Уиллер вступит в борьбу со вселенской миметической угрозой. Об этом мы говорили в видео про антимиметику. Впрочем, борьба фонда в итоге не будет иметь большого смысла. Пятое божество, сущность, основное оружие которой забвение, вступив в контакт с небытием, проявившим себя тем, что принято называть анфабулой, само прекращает существовать, а Пятая Церковь лишается объекта поклонения. Видео, из которого можно понять, кто такая анфабула и почему она настолько могущественная, на канале тоже есть. После этих событий петеринство в основном растеряло свое могущество, однако в одном из рассказов написано, что уже в эпоху космических полетов, когда человечество начало разбредаться по другим планетам, идеи, связанные с числом 5, вновь начали набирать силу. Вероятно, Пятое божество имеет более глубокий слой, чем просто огромный миметический комплекс, и существует с начала времен. Пятый бог — это на самом деле непознаваемое древнее божество, а люди видели лишь вершину айсберга. Чем оно является на самом деле? И что такое этот загадочный пятый мир? Пока можно только догадываться, но ясно одно: даже мимолетное соприкосновение с ним способно наносить глубокие раны самой ткани реальности. Одна из таких известна как SCP-3005. Пятая Церковь продолжает существовать в виде множества мелких сект и течений, пытающихся услышать голос своего древнего божества. Это, собственно, секты, музыкальные группы, группы уфологов, коммуны хиппи, разные сообщества в интернете и даже коммерческие организации. Есть еще целая футбольная команда, и все помешаны на цифре 5. Про эти мелкие группы и их практики, на удивление, много рассказов и объектов. К моменту выхода этого видео их буквально сотни на англоязычном сайте. Похоже, у нас тут хороший сеттинг для каких-то своих историй. Да и люди, которым нравится атмосфера поехавшей секты, обеспечена чтивом надолго. И, честно говоря, это просто лучший контент по Пятой Церкви. Другие организации по большей части не видят в этих группах угрозы. Однако Гок иного мнения. Они считают, что теперь, когда петеринцы потеряли связь с упомянутой ноосферной акулой, они могут начать взаимодействовать с Пятым божеством уже в роли древнего бога, напрямую, что возможно даже хуже. В одном из рассказов описывается случай, когда мужик так обдолбался, что в угаре создал свой филиал Пятой Церкви, который поклоняется лежащей в глубинах океана морской звезде, что оказалось одним из символов Пятого бога. Из другой истории становится понятно, что все больше людей видят сон об огромной морской звезде, летающей в космосе, и даже коллектив АНИР, организации из мира SCP, существующий только во снах, ничего не может с этим сделать. Однажды сон о космической звезде видит некий архитектор, после чего он пишет книгу «Аналог звездных сигналов» и объявляет себя новым великим пророком, задача которого установить власть неких архонтов из Пятого мира на Земле. Вокруг него собирается
разрозненные движения сектантов, образуя достаточно крупное религиозно-мистическое движение. Против Пятой Церкви, на удивление, выступает группа аномальных художников «Теперь все путем», или ТВП. Они считают, что творчество петеринцев плохо и не гармонично. Оно оскорбляет само понятие искусства. По большей части Пятая Церковь старается приобрести влияние в среде музыкантов, чтобы те разносили всякую миметическую заразу через свою музыку. Это раздражает участников ТВП. И, к слову, рассказов про петеринских музыкантов я насчитал несколько десятков. Тема популярная в сообществе. Довольно часто упоминается, например, группа Constellation Starfish, популярная музыкальная группа внутри мира SCP, и у них есть даже несколько реальных песен. Эта группа однажды выступала на мероприятии организации Marshall Carter Dark, после чего несколько человек из этой организации были заражены петеринскими мемагентами. У фонда тем временем появляются новые заботы, например, то, что используемые им устройства для стабилизации реальности, якоря реальности Скрентона, начинают страдать от проблемы под названием пятикратный диссонанс, из-за которого эти устройства сами вызывают распад реальности вокруг. Вероятно, это связано с тем, что петеринцы начали пытаться соединить обычную реальность со своим пятым миром напрямую, отчего стабилизация реальности стала более сложной задачей. Попыткам этой секты так или иначе вызвать вторжение пятого мира в наш посвящено множество объектов после 4000. Например, SCP-3330 — это особая музыка, прослушавшая которой люди приближают царство пяти на Земле. Некоторые объекты добавляют пятому миру деталей. Например, из SCP-4125 можно узнать, что это пространство выглядит как бесконечно сияющий коридор, и в нем живут крайне жестокие к людям существа, называемые архонтами, наказывающие за любое сомнение в правильности их путей. Однако в итоге особенно разгуляться сектантам не удается, потому что случается SCP-5502. Этим номером обозначено некое событие, произошедшее в 2034 году, в результате которого все объекты, связанные с сектой, потеряли аномальные свойства, а многие люди, связанные с ней, погибли. Фонд провел расследование этого события и выяснил, что так случилось из-за ошибки в содержании одного из аномальных предметов самого фонда. Дело в том, что фонд собирает вещи со слабыми аномальными свойствами на складах, не выделяя им отдельных камер содержания, буквально сваливает всякие сталкерские артефакты в кучу. И вот один такой старый телевизор, поглощающий предметы перед собой и создающий миметические комплексы на их основе, выдал что-то такое, что полностью блокирует способности петеринцев. Миметический вирус из телевизора быстро распространился и уничтожил пятую религию целиком. В некотором отдаленном будущем, там, где события будут происходить уже на космических станциях, секта снова поднимает голову. Человек, являющийся пятым в списке самых богатых людей в галактике, создает корпорацию, которая станет прибежищем сектантов и угрозой для практически всего остального человечества. С ним по большей части в рассказах будет бороться Гог. Фонд же, увидев все это, будет пытаться поставить на содержание сам источник заразы, пятую реальность саму по себе, обозначив ее как SCP-5800. Ученые фонда обнаружат в далеком космосе пятимерный многогранник, служащий входом в пятую реальность, состоящий из абстрактных концепций и населенную архонтами. Собственно, пятый мир. В 2095 году фонд основит космическую колонию рядом с этим объектом для его изучения. Однако это будет ошибкой, ведь колонию затянет в пятый мир, и космическая морская звезда оттуда протянет свои щупальца в сам фонд SCP, заразив своими идеями даже Совету 5. Наверное, фонду стоит надеяться на то, что у них остался тот телевизор. И да, SCP — это такая эпическая космоопера. Такие вот три, можно сказать, сюжетные арки проходят связанные организации из мира SCP Пятая Церковь, и популярности она не растеряла. В каждой новой тысячи есть как минимум десяток историй про сектантов, поклоняющихся пятерке. В целом истории неплохие, достаточно атмосферные, хотя после седьмой тысячи они ударились в какой-то совершенно ненужный лишний боди-хоррор. То у них там столбы из плоти, то гигантская туша с щупальцами, то люди, зараженные определенной инфекцией, начинают складываться вдвое, чего, конечно же, не переживают, то какие-то черви в мозгу. Такое чувство, что новые авторы решили, что Пятая Церковь — это просто обычная типовая страшная секта, как бывает показывают в фильмах ужасов. Такая, что проводит ужасные ритуалы в черных балахонах, вызывает темных божеств и создает монстров страшными заклинаниями. Говард Филлипсович, конечно, бы одобрил, но вот изначальные темы о том, что петеринцы — это культ успешного успеха и саморазвития, ведущих к порабощению личности ноосферным паразитам, как-то затерлись. Такое у меня чувство, что новые авторы просто не понимают этих вещей. Причем это не какое-то развитие истории, мол, в какой-то момент сектанты ударились в косплей из старых ужастиков, а настоящий редканон, потому что новые объекты часто так описывают Пятую Церковь в настоящем и прошлом, делая вид, что она всегда была такая. Может, потому что они сами сектанты успешного успеха, саморазвития и духовного совершенствования через 5 ступеней. Те, кого истории про Пятую Церковь изначально высмеивали, теперь пришли писать истории на сайт сами. Выходит, космическая морская звезда не была побеждена, а лишь вышла на патофизический уровень и встала над
историями по SCP, она заняла место у клавиатуры людей, отправляющих статьи на сайт. Всем пока!